Мне кажется, они хорошо сочетаются. Утюг вам в помощь. Китлевала, китлевала, да выкитливала. Желтенький ажурный цыпленочек. И пользуйтесь. Вот такое чудо получается. Очень медленно. Вот такая чудесная книга из своего хлопка. Всем привет! Меня зовут Лиза, и я рада вас встречать у себя на канале, посвященном вязанию. Это мои вязальные влоги, которые выкладываю каждую неделю, делюсь своими планами, процессами, наработками, покупками и прочим, что непосредственно связано именно с вязанием. Неделя выдалась масленичная. Я надеюсь, что вы от души налопались блинов и весело провели время на народных гуляниях. А что касается вязания у меня, значит, предыдущую неделю я усиленно и старательно вязала практически все 7 дней, досмотрела какой-то сериал под все это дело и поняла, что вязания было слишком много в моей жизни. Поэтому данную неделю я провела лайтовее, расслабленнее. Вязала действительно мало, но тем не менее мне есть что показать и рассказать. Поэтому оставайтесь, смотрите дальше. Итак, что у меня получилось? Я наконец-таки доделала свой зеленый джемпер. Сейчас я вам его покажу. Вот он мой малыш, вот он мой красавчик. У него готова горловина, у него готовы рукава. В общем, все с ним прекрасно сложилось, довязалось. Я обязательно покажу поближе. Собственно, сейчас давайте и посмотрим на него поближе. Итак, горловину я у него китлевала, да выкитливала. Не без распусков, конечно, но посмотрите зато, как все аккуратно вышло, что действительно и спереди, что по изнанке. В общем, работа получилась прекрасной. Ну что ж, вот такой малыш получился. Мне кажется, очень весенний, очень летний, очень сочный. Оставлю его себе, буду носить. Я его, кстати, уже носила под куртку. Меня все вполне устраивает. Единственное, да, вы можете заметить, что на самом деле по длине он не сильно вытянулся, что по длине самого тела, что рукава. Я рассчитывала, конечно, немного на другой эффект. Ой, поэтому не зря грамотные люди говорят, если ты вяжешь плечевое изделие, отвязала спинку, кокетку или что-то еще, постирай, измерь уже в процессе, чтобы потом не разочаровываться. Но прошу любить и жаловать его таким, какой он есть. Всё, я его показала во всей красе, со всеми деталями. Отпускаю жить, своей летней
весенней жизнью. Запомним, значит, моего малыша-красавчика и больше к нему возвращаться не будем. И кое-что еще у меня таки готово. Это мой один носочек. Вот такой чудесный получился желтенький ажурный цыпленочек. Такая прелесть вообще, если честно, такое очарование. Мне понравилось, да, вязать все, кроме спиц номер 2, потому что, пальцы до сих пор болят. Долго думала, нужно ли мне покупать блокаторы, про которые так все вязальщицы носков старательно говорят, но что-то я смотрю, ну и без блокаторов форма вот прекрасно держится. Я просто отпарила утюгом и думаю, что сейчас, конечно, я, когда надену на ногу, это немножечко подрастянется. Ну, если необходимо довести носочек до товарного вида, то утюг вам в помощь, и все с ним станет прекрасно. В общем, он вернется в свою первозданную форму. Я думаю поделиться схемой ажурного узора поближе, потому что у меня отзывались об этом носочке как интересненьком. Я думаю, может быть, кто-то захочет взять себе на заметку именно такой узор. Давайте посмотрим поближе. Такой симпатичный узор по кругу и на верхней части носочка. Вязала я по схеме номер 031 из книги 250 японских узоров. Вот, пожалуйста, смотрите. Если вы ранее не сталкивались с японскими схемами, то кратко вам объясню. Здесь они все представлены в едином формате, то есть вы можете видеть, что они все квадратные, хотя где-то раппорт 16 петель, где-то 12 петель, где-то 24 петли. Но здесь все сделано для удобства видения общей картины. Собственно, в первом ряду указаны петли с пометками. Вот до 16 петли идет раппорт. То есть все, что касается далее, это уже для симметрии изображения. Сам раппорт вот указан в 16 петлях. То же самое касается и рядов. В данном случае все 32 ряда это раппорт узора. Но, например, вот в этой схеме раппорт узора 16 рядов, а далее уже схема повторяется опять-таки для симметрии изображения. Здесь, я думаю, в данной схеме все символы понятны. Вывязывание двух петель вместе с наклоном влево-вправо, накид. И что здесь еще нужно понять, что на лицевой стороне петля без какой-либо пометки, она изнаночная. То есть, если вы видите полосочку, это значит, нужно вывязывать лицевую петлю. Вот. Пожалуйста, делайте себе скрин или что и пользуйтесь. Вот такое чудо получается. Здесь в примере так, а у меня в носочке это выглядит вот так. Очень симпатичный. За второй, если честно, не знаю, когда возьмусь. Какие сложности возникли, значит, у меня с этим носочком? Для меня главная сложность это спица номер 2. Я не устану это повторять. Это ох, это ох прям. Не нравится оно мне, это дело, но ничего, ничего. Думаю, пару-то я свяжу. Не отстиралась у меня вот эта вот серая полоска, которая идет по всему периметру носочка. Как ни старалась, ничего не ушло. Вообще мне, если честно, кажется, что я этот клубочек ниток каким-то образом использовала на вязальной машине, поэтому, скорее всего, сюда попало машинное масло. Ну, ничего страшного. Носить-то буду сама. Ну и с готовыми работами у меня все. Больше нечем похвастаться.
классный джемпер, который я вяжу из Team Hawaii, медленно, наверно, растёт. Растёт действительно очень медленно. Вот такая на сегодняшний день у него длина. Я не извязала даже третий моточек. В общем, всё в процессе, продолжаю. Я думаю, у меня есть время до лета, так что справлюсь с ним обязательно. На прошлой неделе я также обсуждала свой из головы родившийся план по вязанию летнего топа, блузы, в общем, что там получится, не знаю, с рукавами-фонариками. И планировала это сделать из своего хлопка, с которого я уже не знаю, мне бы хоть что-нибудь связать. Так вот, я отвязала несколько образцов, 3, 4, 5, не помню, отвязала, распустила и поняла, что для моей задумки этот конкретно хлопок не подойдет. Почему? Потому что он такой мягкий, такой совершенно форму не держащий, и решила его задействовать все-таки для летнего платья на пляж. Я уже показывала эту модель из журнала. Вот, уже начала. И также по чуть-чуть буду продвигаться в этом направлении. А для своей задумки, как мне показалось, мне подойдет хлопок, который я приобрела не так давно. Это черничная любовь моя. Он так хорошо держит и резиночку вполне себе. Он вообще похож на мерсеризованный хлопок, и поэтому, мне кажется, здесь он будет более уместен. Что я выбрала для него? Выбрала для своего топа резинку из книги "250 японских узоров для вязания спицами", а основное полотно я остановлюсь на узоре рис. И посмотрим, что из этого свяжется. Но этот проект я откладываю надолго-надолго пока что. Совершенно позже им займусь. Потому что, мне кажется, я уже разошлась, и у меня на спицах черти чё и сбоку бантик. Ну и я была бы не я, если бы не заглядывала еще подальше в будущее и не планировала связать что-то еще. По-моему, я касалась той темы, что весной хочется начать какой-нибудь проект, который ты вообще еще не делала ранее. То есть мне немножечко поднадоели плечевые изделия, все вот это вот блузы, джемпера. Как-то мне захотелось чего-то нового. И знаете, что я вчера приобрела? Я вам сейчас покажу. А я приобрела книгу по вязанию игрушек спицами. И я такая счастливая. У меня скопилось очень много остатков пряжи. Почему я приобрела именно книгу? Потому что, на самом деле, во-первых, я очень сильно люблю книги. Мне из них гораздо легче усваивать информацию. Взяла для того, чтобы понять именно технологию вязания деталей в мягких игрушках. И хочется придумать, как обычно, что-то свое, изобрести велосипед, как говорится. Пока не знаю, стоит рекомендовать, не стоит рекомендовать книгу, потому что я из нее еще ничего не черпала, так только быстренько пролистала. Только вчера купила. Давайте посмотрим поближе. Вот такая чудесная книга автора Луизы Кроутер. Здесь такие дикие животные, получается, игрушки диких животных. Такая яркая вообще, детством отдает. Так, что у нас здесь? Краткий обзор введения, какую пряжу подбирать, какие пуговицы использовать, сокращения. И поехали. И поехали. Как вывязывать стандартные части туловища и, собственно, каких животных предлагает Луиза связать по данной книге. Это вот такая чудесная слониха.
замечательный носорожка, жирафа. Правда, это не очень длинношеее животное в данной книге, но смотрите, какая очаровательная милашка с пятнышками. Далее в этой книге представлен львенок, тоже, мне кажется, очень очаровательный, с такой шикарной гривой. У меня, кстати, в детстве была любимая игрушка лев. Так, еще шимпанзе. Кстати, помимо того, что здесь представлены вязания непосредственно животных, еще к ним, видите, умопомрачительное количество одежки. Зебра тоже, смотрите, какая симпатичная. Полосатый чудик. Что-то мне так понравились все. Ленивец. Посмотрите, какие у него лапки даже детализированные. С его длиннющими коготками. Еще у нас здесь есть коала. Медвежонок. Кстати, мне кажется, что медвежонок не очень похож на медвежонка, если честно. Бегемотик. Бегемотик тоже, мне кажется, вот очаровашка. Смотрите, какой милый. Панда. Милая пандочка. И здесь же представлены схемы, как вывязывать тапочки, сандали, босоножки, балетки, сумочки, соломенный браслетик кому-то, трусики у всех с вырезом под хвостики. Так, ну и, собственно, все. Как собрать игрушку, как сделать ушки, пришить детали, как сделать хвостики, как все это набить. Все технические нюансы, все технические моменты, все представлено в данной книге. Мне кажется, очень полезная. Вот. Что касается краткого обзора. В общем, я думаю, что это будет интересным этапом в моем вязании. Так что сейчас я еще жду, когда мне придет с маркетплейса наполнитель для игрушек и, собственно, думаю, какого-нибудь чудика слепить из того, что есть. А как из того, что есть, я, знаете же, руки загребущие, я проходила мимо Леонардо и не могла не взять там вот такую пряжу. Собственно, это именно под проект игрушек. Я не могу понять, что это. Для ручного вязания, София. Я впервые взяла такую пряжу, плюшевая она, напоминает вот пледы. Вот такая, значит. Не пробовала. Взяла такого светленького бежевого цвета и, и голубенького. Мне кажется, они хорошо сочетаются. Посмотрим, что из этого у меня получится. Ну что ж, вот такая ничем не выдающаяся неделя у меня получилась. Одни только планы и процессы. Похвасталась, получается, только готовым зеленым джемпером. Ну и все, переходим к следующей неделе. Увидимся ровно через 7 дней. Пока!